Всем привет! Сегодня у нас расклад, что для него значат ваши отношения. И я думаю, что давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу приглашу вас в проживание арканов. Проживание арканов — это вы научитесь читать карты в потоке, сможете без всяких БК, белая маленькая книжечка, без инструкций расклады делать. Также это мощная психологическая проработка всей своей жизни. Поэтому ссылки, там сразу скажу, это несложно. Это несложно понять, но это сложно проживать, потому что там огромные психологические нагрузки, огромные проработки. Это вот, знаете, как расстановки есть же, только это сильнее. Вот, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем. Единички. Как вы поняли, первые две карты — сигнификация, что сейчас между вами, остальные, хочешь не хочешь, а будем читать пальма. Между вами понятно, все непросто. С одной стороны, он человек, который все под контролем держит, все решения его, все рамки его, все правила его. Он, то есть, не тот человек, кто по течению плывет. Если есть отношения, то по его пониманию они должны строиться так, как удобно и правильно для него. А с другой стороны, у вас уже был момент, когда вот доверие рухнуло, как будто вот удар ножом в спину. Это не обязательно измена, предательство, но вот ощущение, что он действовал жестко, и ты прям почувствовала, что осталась на холодной стороне. Сейчас ваши отношения, это знаешь, как поле боя между контролем и болью. Он пытается показать, что у него все под рукой, что он хозяин положения. Тебе же кажется, что через этот императорский подход вы оба потеряли тепло и легкость. Как будто он сильнее держится за форму, чем за суть. А в реальности между вами есть сила притяжения, и серьезный облом в доверии есть. Стабильности нет. Это скорее, знаешь, постоянное перетягивание каната между его стремлением вот к этому статусу и властными позициями и твоей болью от того, что пришлось пройти вместе с ним там много чего. Так что для него значит ваши отношения? Знаешь, он их воспринимает как вот источник признания, источник энергии для себя. Для него быть с тобой — это как статус. Он чувствует, что рядом с ним есть женщина, которая подчеркивает его значимость и силу. И это важно для него. У него ощущение, что он не просто один, а что вот есть человек, с которым он может, выглядеть победителем, выглядеть лидером, понимаешь? Тут не про романтику нежную, да, тут про его внутреннее ощущение, что вот я достигаю, я выигрываю, и рядом со мной есть та, кто это все видит, и, возможно, мне в ладоши хлопает. С тобой он подпитывает свое эго и ощущает себя тем самым уверенным императором, у которого все получается. И он, правда, черпает энергию от того, что вот рядом есть отношения, в которых он выглядит нужным, сильным и всемогущим. Но тут, знаешь, нюанс в том, что для него это не столько про твою личность или там твою глубину чувств, сколько про его внутренний образ победителя. Отношения с тобой дают ему это ощущение. Он их воспринимает как возможность укрепить вот свое самоощущение, а не как равное поле для двоих, понимаешь?
Для него ваши отношения — это зеркало его силы. Понимаешь? Больше это, чем площадка для совместного счастья. Только эго. Совет. Ну, иллюзий не строй. Он не будет менять свое отношение к тебе и к тому, как должны там выглядеть ваши отношения. Для него все в системе. Кто главный, кто тон задает, кто диктует условия — это все он. И если ты сама не пересмотришь, как на это реагировать, то так и будешь оставаться вот в позиции ожидания, что он там изменится когда-нибудь. Понимаешь, это про сильный слом и про войну иллюзий. И совет: у тебя выбор впереди. Либо соглашаться на его вот эту модель, где главной фигурой будешь далеко не ты, либо выстраивать новый сценарий, который даст тебе свободу от вот этих качелей. Тебе придется пересмотреть, понимаешь, все со стороны. Честно оценить, где ты реально получаешь пользу, где ты тепло получаешь от этих отношений, а где ты просто висишь, как говорится, вниз головой, ожидая, что там через год будет лучше. Истина в том, что для тебя эти отношения — это испытание твоих границ. И если ты начинаешь действовать не как зависимое, а как самостоятельное, то у тебя есть шанс выйти из этого сценария. Понимаешь? Но если ты продолжишь ждать удобного момента от него, то ты просто зависнешь. Перестань подстраиваться и смотри на факты трезво. И решай вообще, стоит ли твоя жизнь того, чтобы, как говорится, переворачиваться вместе с ним в его вот этой, как сказать, башенном хаосе. Ну, тут все понятно, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас между вами, даже трактовать не нужно. Полная катастрофа доверия. Он себя повел как последний трус. Наврал всяких обещаний, создал иллюзию серьезности, а потом взял и слился. И причем сделал это он нечестно, не сказав в лицо, что вот не получаются у меня отношения. А сделал подло, через обман, через исчезновение. Сейчас ты сидишь, как говорится, с разбитым корытом и пытаешься понять, что вообще происходит. А происходит, что он играл в отношения, пока ему это было выгодно и удобно. Когда появились первые сложности или нужно было там реальные решения принимать, он просто вот сбежать предпочел, а не разбираться. Это, знаешь, это поведение человека, который живет только эмоциями момента, а не берет ответственность там за последствия. Между вами пропасть. Из вот этой лжи, недосказанности ты пытаешься найти логику в его поступках, но нет их там. Понимаешь, логики нет. Есть только желание получить максимум удовольствия с минимумом вложений. Он взял от отношений все, что хотел, и когда время пришло отдавать, он просто испарился, и теперь ты остаешься с вопросами, на которых, ну, честных ответов не будет, потому что он сам не готов признать, каким подлецом он себя показал, понимаешь? Что для него значили ваши отношения? Ну, это были, знаешь, как вот сказать, чем-то вроде отпуска от реальной жизни. То есть место, где можно было расслабиться, получить эмоции, компот, тепло, поддержку, но без серьезных обязательств. Он воспринял это как приятное дополнение к своей основной жизни, а не как ее часть. И в его голове вы были вот, как сказать, идеально. То есть вы были достаточно близко, чтобы почувствовать себя там, как сказать, любимыми, да? Но достаточно отстраненно, чтобы не брать на себя реальную ответственность за отношения.
Для него это была зона комфорта, где он мог быть собой, получал то, что хочешь. Ну, он хочет, не ты. И при этом не думать про там свадьбу, ЗАГСы и детей и прочее. Он наслаждался процессом. Встречи, разговоры, близость. Но когда дело дошло до настоящих вот этих шагов, да, там обязательства и так далее, он понял, что он просто не готов к этому уровню. Вместо того, чтобы вот честно сказать об этом, он выбрал путь труса. Создал видимость проблем и сбежал, оставив тебя виноватой. По сути, для него ваши отношения — это вот, знаешь, приятное времяпровождение без последствий. Он получил свою долю удовольствия, свою долю счастья, а когда вот понял, что пора платить там эмоциями, там другими инвестициями, он предпочел, как говорится, исчезнуть. Совет, ну знаешь, справедливости в этой истории не будет. Он не придет с извинениями, он не объяснит свои поступки, он не признает, что повел себя как последняя сволочь. Он уже переписал историю в своей голове так, что вот виновата ты, а он просто вот спасся от сложной женщины. Поэтому, знаешь, перестань ждать, что там правда восторжествует, что он там придет на коленях просить прощения. Перестань надеяться, что он поймет, какую боль причинил. Этого не будет, этого не произойдет. Вместо этого сосредоточься на том, что ты можешь контролировать, да, там, свои реакции, свои следующие шаги и так далее. Твоя задача сейчас не искать справедливость, а учиться читать людей лучше. Анализируй не его слова, а его поступки. Смотри не на обещания, а на то, что он реально делает в сложных ситуациях. Собирай информацию вот про характер человека по мелочам, а не по вот этим громким заявлениям «я тебе достану с неба звездочку». И самое главное, не позволяй вот этому опыту сделать тебя циничной. Да, этот человек оказался дерьмом, но это не значит, что все мужики такие. Просто теперь у тебя есть дополнительные знания о том, на что внимание обращать, чтобы не попасть в такую же ситуацию опять. Все просто. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Первые две карты сигнификации, остальные парные читаем, но это вы и так поняли. Что сейчас между вами? Разбаланс. Вот, как сказать, дисбаланс скоростей у вас. Ты вкладываешься в отношения по полной программе, ты там думаешь, планируешь, стараешься, готовишь, все, ты прям тютелька в тютельку молодец. Ты как будто работаешь над этими отношениями, как вот над важным каким-то проектом. То есть там внимательно, тщательно, день за днем, кирпичик за кирпичиком. И у тебя есть четкое видение, куда это должно привести, и ты, конечно же, двигаешься к этой цели. А он в другом темпе живет. У него все быстро, импульсивно. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра качели, послезавтра там еще что-то. Он может резко проявить активность, засыпать тебя сообщениями, предлагать встречи, а потом резко исчезнуть на несколько дней. Для него это нормально. Он живет вспышками, а не постоянством, понимаешь? Из-за этого у вас получается, что ты фундамент строишь, а он мечется между разными задачами и интересами. Твоя энергия стабильна, а у него рывками все. Ты ждешь там развития, а он реагирует на вот эти обстоятельства момента. И это создает напряжение, потому что вы по-разному понимаете, что такое вкладываться в отношения. И сейчас между вами есть притяжение, но нет вот этой синхронности. Ты готова к серьезности, а он пока катается на этих качелях эмоциональных.
И пока каждый из вас не поймет ритм другого, вот эта разность, она будет создавать трение. Что для него ваши отношения значат? Ну, знаешь, для него это возможность почувствовать себя сильным и нужным. С одной стороны, ты даешь ему ощущение власти, контроля, он видит, как ты реагируешь там, на его слова, на его поступки, как меняется твое настроение в зависимости там, от его внимания. Это питает его эго и дает чувство значимости. А с другой стороны, рядом с тобой он может там проявлять все свои способности, там обаяние, ум, умение проблемы решать, умение по головке погладить и так далее. Ты становишься той аудиторией, перед которой он может блистать на сцене. И он чувствует, что может воплотить с тобой любую идею, реализовать любой план. И ты сама видишь вот этот потенциал у него. Но есть и темная, конечно, сторона. Он привыкает к тому, что ты всегда рядом, всегда поддержать готова, всегда ждешь решения от него. И это у него создает, знаешь, ощущение, что он может позволить себе многое, не неся при этом особой ответственности. То есть ты становишься надежным тылом, который позволяет ему там рисковать и экспериментировать. По сути, для него ваши отношения – это, знаешь, источник энергии и уверенности в себе. То есть место, где он может быть самим собой, получать аплодисменты, восхищение, поддержку и при этом чувствовать, что он все контролирует. Какой совет? Знаешь, перестань ждать момента, когда он станет вот готовым к серьезным шагам. У тебя есть там, как сказать, какое-то время, чтобы понять, либо вы движетесь в одном направлении, либо каждый идет своим путем. Не трать время вот на вот эти попытки синхронизировать ваши скорости. Это бесполезно. Твоя ошибка в том, что ты слишком много инвестируешь в потенциал этих отношений, а не в их реальное состояние. Ты видишь, каким все могло бы быть, да, и работаешь на вот эту картинку, которая только у тебя в голове. Надо же смотреть, что есть здесь и сейчас. Поэтому начни действовать проще и прямей. Если, например, тебе нужна определенность, проси ее прямо. Если хочешь больше внимания, говори об этом в лоб. Перестань подстраивать свои потребности под его настроение и под его возможности. И знаешь, что самое главное? У тебя должны быть варианты. Пока вся вот эта твоя эмоциональная энергия сосредоточена на нем, ты не можешь объективно оценивать ситуацию. Развивай другие сферы своей жизни. Там хобби, подруги, занимайся там своими какими-то начинаниями. Когда у тебя вот появится внутреннее спокойствие и твоя независимость, ты сможешь честно себе ответить, стоит ли продолжать вот эти отношения или, как говорится, закрывать эту главу пора. Но решение, оно должно приниматься не из позиции вот «я так много вложила», а вот из позиции «делает ли меня это счастливой». Понимаешь? Да все ты понимаешь. Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что я с тобой рядом.